Львы нашли одинокого связанного слоненка, но то, что произошло дальше, действительно всех поразило. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. На рассвете над саванной заповедника Нгарали медленно разливался свет, словно теплая река цвета меди растекалась по бесконечным просторам, охватывая сухие травы, каменные россыпи и редкие баобабы, чьи тени еще держались после холодной ночи. Воздух был неподвижен, наполненный запахом влажной земли, перегретой коры и далекого дождя, который прошел где-то за красным горизонтом, а птицы, скрытые в кронах колючих акаций, соревновались в пестром хоре пробуждающегося дня. Но за этим спокойным шумом скрывался другой звук — тихий, рваный, почти безнадежный зов, который нарушил утреннюю гармонию. У заброшенного высохшего водоема, где когда-то собирались стада буйволов, на потрескавшейся глине лежал маленький слоненок. Он был повернут на бок. Толстые, грубо свитые веревки впивались в его передние и задние ноги, охватывая живот и шею. Его серая кожа была изранена. На складках выступала свежая кровь, а вокруг лежали обрывки мешковины, клочья сена и глубокие следы шин, уходящие в сторону каменистого плато. Все говорило о браконьерах, спешивших скрыться. Малыш слабел, едва шевелил хоботом, который упрямо поднимался к небу, выпуская короткие, сломанные звуки, похожие на хриплую трубу, и эти жалкие сигналы терялись в пустоте саванны. В этот момент из высокой травы появились два льва, мощный самец Мавара с широкой гривой цвета пепла и его подруга Индара, чьи движения были тихими и собранными, как у опытной охотницы. Их глаза светились желтым огнем. Они шли медленно, напряженно, но не ради охоты. Что-то в этом месте притягивало их. Слоненок, увидев хищников, затих и задрожал еще сильнее. Инстинкт кричал о гибели, но Мавара внезапно остановился, поднял голову и уловил запахи, скрытые под страхом малыша. Тягучий запах масла, резкие ноты синтетической веревки, сладковатый след человеческого пота. Лев помедлил, затем шагнул вперед, наклонился и стал рвать зубами узел на веревке, словно понимая, что перед ним не добыча, а жертва другого врага. Индара недоверчиво смотрела, но затем присоединилась, вытягивая узлы когтями, выдергивая волокна зубами. Узлы хрустели, веревка рвалась, падая на землю, и каждый такой щелчок звучал как маленькая победа над жестокостью людей. Когда они освободили малыша, тот попытался подняться, но его ноги дрожали и не слушались, и он падал снова и снова, стонал, цепляясь хоботом за воздух. Мавара лег рядом, прижавшись к нему боком, как будто пытаясь передать ему силу. Индара обходила окрестности, поднимая голову при каждом подозрительном шорохе. Дыхание слоненка стало ровнее, он засыпал и снова просыпался, его тело боролось за силы. Солнце поднималось все выше, нагревая землю, и вместе с жаром пришла угроза. Из-за кустарника донесся хриплый, издевательский смех. Стая гиен, пятнистых, лохматых, дерзких, приближалась, чуя запах крови. Слоненок в ужасе попытался отползти, но Мавара вскочил, расправил грудь, поднял голову к небу и издал рев такой мощи, что даже птицы в акациях взвились в небо. Индара встала рядом, ее зубы блеснули в солнечном свете, и она хлестнула хвостом, готовая ринуться вперед. Гиены остановились, растерянные. Два льва, защищающие слоненка, были для них чем-то неправдоподобным, природным нарушением правил, и даже самые смелые из них не решились приблизиться. Постепенно стая отступила, растворяясь в бушующих травяных зарослях. Прошло много времени. Жар усилился, тени укоротились, мир дрожал в горячем мареве.
Слоненок наконец смог подняться, пошатываясь, но стоя, он взглянул на Мавару и вытянул к нему хобот. Жест доверия. Робкий, почти детский. Мавара медленно моргнул, принимая этот жест, а затем отошел на шаг, позволяя малышу стоять самостоятельно. И вдруг тишину пронзил звук двигателя. По склону холма к водоему спустился старый внедорожник, поднимая столбы пыли. Рейнджер Ориан Деллар, высокий, загорелый, с биноклем на груди, вышел из машины, пораженный тем, что увидел. 2 льва стояли рядом со слоненком без малейшей агрессии. Он замер, не решаясь приблизиться, но Мавара лишь на секунду посмотрел на него без ярости, без страха, только с древней, спокойной мудростью, и медленно повернулся, уходя обратно в заросли. Индара последовала за ним, и вскоре их фигуры растворились в колышущемся мареве саванны. Ариан подбежал к слоненку, осторожно освободил его от последних обрывков веревок, промыл раны водой, вызвал помощь по рации. Вскоре подъехала бригада ветеринаров. Они подняли малыша на носилки, доставили в центр Сарили, обработали раны, поставили капельницы, дежурили по очереди. Слоненок выжил и постепенно начал вставать все увереннее, изучать загон, реагировать на людей без страха. Через несколько дней, когда вечернее солнце окрасило Нгарали в оранжево-фиолетовый свет, Ориан вышел к ограде центра и увидел вдали, на гребне холма, 2 знакомые фигуры. Мавара и Индара сидели под старым тамариндом, молчаливо наблюдая за горизонтом, но их позы говорили, что они смотрят именно сюда, к месту, где теперь жил слоненок. Они сидели недолго, затем поднялись и исчезли в сумеречной дали. В этот момент Ариан понял, что стал свидетелем чего-то гораздо большего, чем просто спасение. Природа в свои редкие минуты напоминает человеку истину, которую он давно забыл. Добро не знает границ видов, сострадание может быть сильнее инстинктов, а самый грозный рык способен стать не угрозой, а щитом, защищающим слабого от жестокости мира. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.